соберу 1000 подписчиков, я обязательно разыграю 10 тысяч рублей. Победителю моментально отправлю перевод на карту. Поэтому смотрите, обязательно подписывайтесь, следите за видео. В будущих видео я расскажу, каким образом будет выбран победитель. Доброго утра. Сейчас в районе 7 утра на Пхукете. Ребят, раньше встать поленился. Позвали на рыбалку ребята. Вот. Они там вроде как с рассвета уже пробуют. Но это не точно, мы сейчас придем, узнаем у них. Вот. Решили сегодня на пельхерочке тоже покидать. Может, повезет. Не знаю, как погода, сейчас надо подойти посмотреть. Вот. Потому что на море, как обычно, если штиль плохо, если сильная волна, тоже плохо. Вот. Нужно, чтобы что-то было такое умеренное. То есть легкий ветерок, легкую волну нагонял. Вот. И почему-то именно в этот период рыбе, ну, хищной, по крайней мере, наиболее комфортно. Вот. Ладно, сейчас буду подходить ближе к месту, вам его обязательно покажу. Послушайте, как поют птички. Класс. И все это на фоне запаха моря. Вообще великолепно, ребят. Тайцы делают зарядочку, а я на рыбалочку. Вообще тайцы оказались довольно-таки спортивным народом. Тут есть места, где они прям постоянно бегают, ходят, прыгают. Ну, такие прям специально отведенные зоны. Ну, вот, и они их не обходят стороной. Смотрите, в какой красоте сейчас буду рыбачить. Мне, правда, не на этот островок, а вон туда вот левее. Но, так сказать, этот вид, я думаю, пропускать не стоит. Красиво. Вон там вот на мысу предстоит сегодня рыбачить. Ну, конечно, волна присутствует, но я думаю, терпимо. Надо вниз спуститься, посмотреть. Вот, потому что такое часто бывает, что внизу ветер сильнее разгоняет. Вот по таким вот тропкам приходится пробираться. Но это еще, конечно, не самый опасный участок. Там, когда с камней буду спускаться, я вам покажу. Там, конечно, вообще, я думаю, в дождь лучше не соваться. Хотя, естественно, я тут в дождь уже был. Могу вам сказать, что есть такая теория, что в дождь клюет лучше и так далее. Ребят, если она не клюет, то надо или кардинально менять способ лова, или кардинально менять точку. Вот. Можно, конечно, дождаться прихода рыбы более активной. Сколько это займет времени, сложно сказать. Так, с подхода, если пришел, прокинул там 10-20 раз и не тычка, ну, вот, то, как правило, сейчас рыбы нет. Ну, активной, которая клюет. Поэтому надо перестраиваться, например, пилькер менять на какую-нибудь бомбарду с креветкой. Я вот, собственно, планирую в таком формате начать пробовать. На мой взгляд, будет довольно-таки эффективно. Вот, потому что рыбу поесть хочется всегда, а на пилькеры иногда приходится очень долго ждать подхода рыбы. Ну, это если с берега, конечно, ловить. На катере это все проще. На катере ты сам ищешь рыбу, ну, плюс эхолот и так далее, как бы все действительно проще. Вот, береговая рыбалка, ребята, это целая наука. Тут и надо по очертанию место найти. О, смотрите, ящерка побежала. Видите ее? Смотрите, какая симпотная. Ладно, пусть бежит. Вот, и для береговой рыбалки, ну, так сказать, надо с опытом подходить к этому вопросу. А визуально всегда кажется, что береговая рыбалка проще, чем рыбалка с катера и так далее. Вот. Но, на мой взгляд, особенно, да, успешная береговая рыбалка, она требует очень серьезного опыта. Вот, потому что нужно разбираться абсолютно во всем. То есть, например, если на катере, ну, у вас снасть недальнобойная, да, получилась, ну, вот,
то на катере вы просто подходите ближе и забрасываете, да, все, как бы вы попадаете в нужную точку. Ну, вот. А при береговой рыбалке, если вы банально не добрасываете, ну, до какого-то там рифа, камня и так далее, да, где рыба крутится, ну, вот, то все, у вас банально не будет поклевок. Вот, вы будете видеть, как рыба прыгает, скачет, дразнит вас, но поклевок, так сказать, у вас не будет. Ну, вот, поэтому я очень гармоничный на текущий момент собрал снасть. Ну, вот, я вам сегодня про нее расскажу. Также у меня есть некоторые обновочки, вот, которые, так сказать, упростили мою рыбацкую жизнь. Вот, тоже вам обязательно про них расскажу. Смотрите дальше. Сейчас сегодня ящерицы повылазили. Смотрите, еще одна. Головой качает, видите, как листочек. Сейчас убежит. Оп. Прикольно. Ребят, ну море волнуется. Смотрите-ка. Я, конечно, не уверен, что в такой ветер получится рыбачить. Сейчас надо будет ребятам позвонить, потому что, возможно, они точку лова сменили. Да, потому что, ну, сложновато. Пилькером, конечно, пробить-то ветер можно, не проблема, но дальнейшая проводка под вопросом. Но когда оказываешься в таком вот месте, ребят, все становится неважно. Вы посмотрите на эту красоту. А? Вообще просто природное великолепие. О, как раз Станислав. Поздороваемся. Ребята, Станислав пришел. Здорово. Привет. Коллега рыболов, убийца караксов. Да. Он скромничает, не обращайте внимания. Ну что, куда пойдем сейчас? На мыс? Ну все, давай, погнали. Ребят, смотрите, каких камушков тут понастроили. Так, ребята, мы идем искать нашего третьего коллегу. О, там сегодня тает. Это хороший знак, ребят. Если тает есть на берегу, то есть хоть какие-то надежды. Ребят, третьего нашли. Зовут Никита. Ну вот, и, кстати, вот там дальше тайские ребята стоят. Ну вот. А вчера один из них тут на слайдер здоровый GT-шку неплохую тасканул. Вот этого каранкса здорового GT-шку парень поймал на слайдер. Вот. Такой слайдер, ну, длиной, наверное, сантиметров 12-15. Вот. Тяжелый вообще. У нас, естественно, таких нет. Будем пробовать на пилькера. Вот. Если ничего не получится, не страшно, в ресторане поедем. Правильно же? Всем хорошего дня, мы начинаем рыбалочку. Так, ребята. Первый заброс. Оп. У нас стало тесновато. Но зато шансов поймать рыбу больше. Будем на это надеяться. Сейчас попробую вот такой вот проводочкой. 2 подброса, пауза. 2 подброса, пауза. Поставил пилькер 30 грамм. В принципе, такое ветрило, конечно, самое то. Ну, с моей снасти, по крайней мере. Не знаю, как он рыбе зайдет или нет. Смотрите, Стас стал рыбачить. Там прям волна под ноги захлестывает по барабану. Красавчик наш человек. Ну, ребят, смотрите, только пилькер поставил, уже весь об камни избил. Вот это непонятно, сейчас было пару поклевок, но так довольно-таки глубоко пробило. Может, барракуда шибанула. Но это не точно. Кстати, пилькер Миш подарил. Миш, если смотришь, спасибо тебе большое. Летит хорошо, рыбу пока не поймал, но это не проблема пилькера, я уверен. Ребят, мы тут втроем разработали классную систему, как можно вынимать пилькер из моря и не цепляться вон за те вон камни. Когда подводим пилькер, получается, уже к береговой бровке. Вот. Ну, соответственно, к этому моменту он должен быть уже ближе к поверхности. Вот. И когда уже около берега пилькер, мы ждем, когда нахлынет волна. Вот. Волна накидывается на берег. Вот. И мы вот так вот по волне все это поднимаем. Но... Но не сейчас. Блин, что-то сейчас не вышло. Ну, в общем, вы поняли, да? Не надо отвлекаться, контролировать приманку. Вот. И тогда она будет у вас на берегу.
Ребят, все по классике. Рыба периодически прыгает, только что видели. Рыба есть, вот, но клевать отказывается. Ну, зато погода ништяк. Солнце, хорошая компания. Но соевый соус я все равно взял. Я стараюсь его с собой таскать, ребят. Потому что свеженькой морской рыбки, честное слово, хочется. Ну да ладно, будем пробовать. Ох, а море, конечно, да, неспокойное. Я вот стою, вот, и волна аж до меня добивает. Хочется, конечно, ниже опуститься, но это слишком рискованно. Тут, ребят, периодически людей смывает. Вот. Мы в таком довольно-таки опасном месте находимся. Но если на другую сторону мыса перейти, там еще опаснее. Вот, так что мы здесь еще более-менее комфортно расположились. Вот, поэтому, если идете ловить рыбу с камней, обязательно сообщайте своим близким, куда вы пошли и во сколько планируете с рыбалки вернуться. Вот, потому что может ураганной волной накрыть, и все, ребят. Одна надежда, что кто-то спасет. Так что будьте аккуратнее. Лучше не спускаться. Стойте повыше, да, конечно, можно пару пелькеров оторвать, вот, но это гораздо безопаснее. Думаю, вот такую вот поставить блесну. Здесь, в принципе, довольно-таки здоровый тройник. Но все равно, если крупная будет, разогнет. Надо из толстой проволоки такие морские ставить. Вот. Сама блесна 24 грамма, такая блестяшка. Вот. И она, ребят, вот так вот классно планирует вниз. Поэтому сейчас на паузу буду пробовать. Вот. Может быть, рыба не настолько активная, да, чтобы быстрый пилькер брать. А вот эту сыпучку все-таки она хапнет. Ну давайте, будем пробовать. О, так, пробую на другую блесну. Так, закинул. Так как рыба, как правило, ну, GT, по крайней мере, она при поверхностном слое, вот, поэтому забрасываю, даю блесня сыпаться. Вот, она на несколько метров ушла, я 3-4 подброса делаю, чтобы ее снова поднять. Опять даю ей сыпаться. Опять подбросы делаю, даю ей опять упасть. Вот. И вот такая проводочка. Главное что-то менять, вот, потому что рыба, по всей видимости, действительно присутствует. Он клюет выходами. Кстати, ребята, я у них спросил, они сказали, что GT поймали, они прям показали фотографию, 11 с копейками, и поймали его вечером. Вот такая штука. Тут очень много мирной рыбы по камням. Вот, и, по всей видимости, жратвы-то ему вполне себе хватает. Там, если посмотреть, где-нибудь там в порту, ну, где пристань есть и так далее. Там столько бели собирается, ребят. Вообще просто, ну, она там постоянно находится. Вот. Ну и здесь то же самое. Жратвы вообще навалом. Поэтому здесь, конечно, видите, если попадается такой хороший, отожранный GT-шка. Ну, мелкий тоже есть. Я и нырял, тут и бониты плавают, и тунцы плавают, в общем, каранцы. Тут вообще вся рыба есть. Ну, вот. Но надо к ней ключик подбирать. Ну, может, тем и интересней. Как говорится, зато развиваешься, узнаешь. Если бы так с подхода, конечно, рыба сразу ловилась бы, было бы не так интересно. А тут у нас уже целая группа рыболовов собирается. Вот, дискутируем, обсуждаем, фантазируем, надеемся. Да. Я думаю, в ближайшее время мы куда-нибудь сгоняем интересные места на рыбалку. Вот, очень хочется уже какой-нибудь трофей выловить, ребят. Ух ты, поклевка была, видели? Но мимо. Ребят, ну в общем все как обычно. Кидаем, надеемся, ждем. Кстати, хочу вам показать, у меня новая обновочка. Купил в Декатлоне вот такая термосумка под воду. Вообще обалденно. Ну, сюда можно и термос, металлическую бутылку, пластиковую. Я вот пластиковую сейчас 1,5 литра сюда засунул. Влазит вообще великолепно, как раз на рыбалку хватает. Вот. И пить одно удовольствие, потому что не надо бутылку доставать из термосумки. Вот, прям крышку открутил, вот, и попил. А еще есть такая вот лямочка. Если у вас постоянно переходы вот так на себя закинули, вот, какие-то
захотели, достали, открыли, попили. Вещь. Рекомендую. О, ребят, соседи тут что-то поймали. Ну-ка посмотрим. О, макрель? Yeah? Ну, ребят, смотрите, какая макрелька. Ну, прикольно. Поклевывает. Ребята, тут бытует мнение, что это все-таки не макрель, а queenfish. Ну, такая вот маленькая, но прикольная. Я уверен, что очень вкусная. Но нам ее не отдадут. А жаль. Вот, говорят, ловите сами. Да ладно, я шучу. Мы просто не просили. Решил я вернуться к исходному пилькеру 30-граммовому в пользу дальнего заброса. Ну, вот, потому что рыба постоянно прыгает, но там он далеко. Но это не мудрено, потому что там какие-то камушки видны. Вот, и, видимо, она прыгает как раз на границе этих камней. Вот, но туда надо добрасывать. Вот, вот этот вроде почти долетает. Вот. Но, может быть, не совсем. Погода по-прежнему отличная. Море неспокойное. Все как обычно. Я решил пойти прогуляться на другую сторону мыса. Но тут подветренная сторона. Поэтому волны еще сильнее. Меня уже ребята спросили, что в случае, если я не вернусь, кому я оставлю свой спиннинг. Потом пришли к выводу, что если меня не найдут, то и спиннинг, скорее всего, тоже не найдут. Но главное, что мы пришли к тому, что спиннинг будут искать в первую очередь. Ну, отлично, ребята, все отлично. Да, ребята, это шутка. Да, смотрите-ка, здесь подмывает. Ребят, когда ловите с камней, обязательно обращайте внимание, где камни сухие, а где мокрые. Ну, то есть, если обратить, да, внимание на вот эти камни, то видно, что они аж вот здесь, вот, где я стою, вода. Вот, представляете, волна добивает. Ну вот где-то тут на границе, и, значит, более-менее безопасно находиться. Буду вот на такой пилькерок сейчас пробовать, 20-граммовый. Он сразу уже продается и с ассистом, и с тройником. Вот. Очень прикольно. Надел, забросил. Вот, сейчас попробую быструю проводку с паузами. Вот, если есть активная рыба, я думаю, она его не пропустит. Сейчас попробую швырнуть туда на глубину. Я там проплывал по крафте. Глубину проверял. Вот, но там, конечно, уже прилично. Вот, но вот этот берег, я думаю, надо весь прокидать. Прям пройти. Пилькер, конечно, 20 грамм не очень хорошо пробивает ветер. Но он, благо, хотя бы не боковой. Главное, рыба есть. Надо подобрать, на что ее ловить. О, ребята! Меня почти накрыло. Ладно, здесь я, наверное, вряд ли что-то поймаю. Пойду я сейчас вон туда, вон дальше. Там такой, как заливчик. Относительно тихий. Не знаю, видно вам? Вон там он. Я думаю, там вполне себе, ну, волна прибивает, может быть, какой-то корм. Планктон в том числе. И там, я думаю, рыба может держаться. Сейчас попробую. Сейчас передо мной выбор. Пройти вот здесь вот, около моря. Или вот так вот немножечко в обход по камням. Ребят, я и сам пойду в обход, и вам рекомендую. Вот. Чем дальше вы от прибойной волны, поверьте, тем безопаснее. Потому что не угадаешь. Вроде все тихо, спокойно, а потом бамс, как накроет, и все. И рыбалочка закончилась. Вон, видно вам, крабы бегают. Вообще классно. Такие живые места, куда не залезешь. Вараны, ящерицы, птички поют, крабы бегают. Вообще великолепно. В воде, кстати, и рыбы дофига. Но она в основном предпочитает животные насадки. То есть если с бомбарды прийти, и какой-нибудь червячок, креветочка, ну вот, и отлично клюет. Здесь, я думаю, та же самая история хорошо зайдет. Вот. Но хочется и по-спортивному на железо тоже порыбачить. О, смотрите, на какой классный я мыс вышел.
Сейчас как раз вот отсюда начну кидать. Вот, а потом, наверное, вон до тех камней все-таки дойду. А может, не дойду. Ну, сейчас заодно послежу, там накрывает волной или нет. Вот. Так-то накрывает, но вроде не сильно. Но вот здесь вот нормально, здесь довольно-таки высоко. Погнали. Оп. О, нормальный заброс. Сейчас немножко пилькер притоплю и начну проводочку делать. 2 рывка, пауза. 2 рывка, пауза. Ребята, можно по-разному. Просто, по всей видимости, рыба не очень активная сегодня. Периодически прыгает, конечно. Но поэтому лучше с паузой пробовать, чтобы она как бы подбирала. Да, вот это вот предсказуемо падающий пилькер. Ей так проще. Но когда активная, там по барабану. Ну и стаи большие заходят. Быстро вы будете делать проводку или медленную, ей все равно. Она все равно капнет. Ребят, ну как красиво здесь, а? Вообще просто. Я вот стою, наблюдаю, вот как вот волны бьются об эти камни. Ну, великолепно. Я бы вот сюда, кстати, пришел бы с доночкой. Я практически не сомневаюсь, что здесь вот на донку отличная рыбалка. У меня, кстати, и донка есть. У меня прям фидер есть. Я все говорю о нем, все никак не соберусь. Ребята, ну как же классно, а? Сегодня еще периодически облачка, солнце прикрывают. Успеваешь немного освежиться, еще плюс ветерок. Вообще кайфец. Ребят, ну на сегодня решили рыбалку закончить. Не хочет она на железо. Вон, на слайдеры поймали. Вчера, правда. Потом там такую имитацию мухи поймали с бомбардой. Вот, это сегодня. А на пилькер так, пару тычков. Один на пилькер, да, один тычок у меня на блесну был. Все, на это, но это мелочь, тычется, неинтересно в любом случае. Да, ребят, место классное. Вот. Рыбы в воде даже без очков просто, ну, реально куча. Не пропустишь. Вот только-только волна отходит, да, прям видно, как около берега прям рыбёха проплывает. И крупных рыб тоже видели, ну, причем таких прям очень крупных, да, которые... Ну, без сложно назвать, да, ну, прям реально такие здоровые монстрилы, прям вот так вот дежурят под берегом, но тоже, зараза, не клюют. Черт его знает. Ладно, видимо, надо пробовать на донку, на животную насадку. Вот, надо попробовать с креветочкой, может, с кусками рыбы. Вот. Смотрите обязательно, это будет второй частью к этому видео. Приду на это же место, да, и вот там сзади сяду с донкой. Вот. Я уверен, обязательно рыбу поймаю, вот, потому что я тут уже пробовал, она действительно клюет. Вот. И вот эту зону я как раз на Покрафте нашел. Вот, там было очень много рыбы. Вот, поэтому смотрите обязательно вторую часть. Вот, спасибо вам за лайки, за подписки. Вот, количество подписчиков растет, это, конечно, очень приятно. Вот, ну, во всех смыслах, ребят, приятно. Вот, в том числе иногда хожу на рыбалку только потому, что понимаю, что интересно, это интересно не только мне. Вот, поэтому вдвойне, втройне вам благодарен. Всем здоровья, счастья. До новых встреч.